Добрый день. В эфире Ноян Тапан на русском. Гость программы Рубен Варданян, общественно-политический деятель, бывший госминистр Республики Арцах. Добрый день, господин Варданян. Спасибо, что приняли наше приглашение. Вчера завершилась очередная встреча, организованная, проведенная партнерами нашими западными. И стало известно, что кроме договоренности о дальнейших встречах, что, пожалуй, можно было сделать, наверное, по телефону, стороны подчеркнули, было подчеркнуто, то есть договоренности нет, всего лишь информация о том, что стороны подчеркнули важность внедрения механизма защиты прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха. Вопрос такой, что вы понимаете из этой формулировки и видите ли вы возможность обеспечения безопасности армян Арцаха в составе Азербайджана? Пожалуйста. Добрый день еще раз, спасибо за приглашение. Действительно очень размытая формулировка, абсолютно неконкретная. И в очередной раз, к сожалению, идет дискуссия вокруг вопроса, который касается 120 тысяч армян, живущих в Арцахе, без их участия, что я считаю вообще в принципе невозможным. Второе, вы знаете, в стране, в которой титульная нация имеет серьезные проблемы с правами человека, с правом голоса, с возможностью высказать свое мнение, нет оппозиции. И вообще существует очень серьезная проблема того, что общество находится под жесточайшим контролем. Я вообще не представляю какую-то дискуссию по поводу прав каких-то меньшинств. Но моя позиция всегда была однозначна, что в никаком виде в составе Азербайджана Арцах быть не может. Другое дело, что это очень важно, чтобы вот этот четкий посыл должен звучать из уст переговорщика, того, кто уполномочен от имени народа Арцаха. Так было принято решение на каком-то этапе между Арменией и Арцахом, что Армения представляла интересы Арцаха в международном пространстве. Вот гарант безопасности должен это озвучить, а не говорить, что вот как там решит, там вы решите без меня, я там постараюсь что-то сделать, но не очень могу. В этом смысле ситуация достаточно плохая, потому что мы видим, что та сторона, которая должна защищать интересы Республики Арцах, к сожалению, по внутренним причинам или по каким-то другим, находится не в состоянии это делать эффективно, как минимум. Ну, вопрос, опять же, я озвучу. Видите ли вы возможность обеспечения какой-либо безопасности для народа Арцаха в составе Азербайджана? Ну, я сказал, еще раз хочу повторить, я не вижу ни в каком формате возможность того, чтобы Республика Арцах была в составе Азербайджана. То есть арцахцы себя не видят в составе Азербайджана, так? Да, это не только, это не моя позиция, не позиция каких-то отдельных людей, это позиция подавляющего большинства людей, живущих в Арцахе. И я должен сказать, очень большое количество армян, живущих в разных точках мира, что очень важно, что это не только голос людей, живущих в Республике Арцах, но и людей, которые сопереживают нам и имеют нас поддерживать. Именно поэтому вчера был создан фронт поддержки, фронт движения безопасности и развития Арцаха, фронт, который как раз объединяет очень разные силы, людей, которые имеют совершенно разные, может, политические взгляды, разные профессии, в разном, они прошли войну первую или вторую, или не прошли, но они все вместе объединены одной главной целью, что Арцах должен быть свободным и независимым, и однозначно армянским, и никакие возможности присоединения или оккупации, как мы называем это, Азербайджаном Арцаха, невозможны. И вы все-таки не считаете, что армяне Арцаха могут, какой-то механизм возможен, чтобы обеспечить безопасность армян? То есть это фикция, да? Это или обман, Вы знаете, в общем, вы тоже хороший аналитик, не только журналист, вы прекрасно знаете историю. Ничто подписанное просто на бумаге не имеет силы, если реально на земле нету очень эффективных механизмов, очень жестких механизмов наказания за нарушение тех или иных соглашений. Если нет воли у народа, если нет воли у руководителей, если это все размазано и превращено в механизм такого, в общем,
славоблудие, извините за мое выражение, но просто другого нет. Когда это все на бумагу положено, но все знают, что Филькины грамоты никому не нужны. Вопрос еще раз. Жесткая, однозначная позиция. Так, Народ понятно. Арцаха, выбрав свое руководство, имея 30 лет построенные государственные институты, не считает возможным ни в какой форме быть частью государства, которое было образовано после распада Советского Союза названием Республика Азербайджан. Спасибо. И вот последний вопрос по этому из этого блока. Алиев призывает Армению, Ереван не вмешиваться, не мешать его диалогу с арцахцами. Что вы можете сказать? Есть ли такой диалог? Насколько искренен Алиев? И действительно ли Пашинян мешает такому диалогу? Я не очень понимаю, о чем говорит господин Алиев, потому что никакого диалога нету. Более того, как в сторону переговоров Алиев не готов принимать руководство Арцаха, призывает всех сдаться и распустить все государственные институты. Поэтому господин Алиев одновременно говорит совершенно разные вещи, взаимопротиворечащие в разных аудиториях. И это видно, что это осознанно делается для того, чтобы запутать всех и вся. На сегодняшний день, конечно, руководство Арцаха может и должно представлять интересы арцахцев на трехсторонних переговорах, где будет третья сторона, например, Россия, которая, как по мандату, имеет право присутствовать здесь как минимум до 2025 года. В этом смысле однозначно, что да, арцахское руководство готово к переговорам, но в формате и по вопросам, касающимся именно взаимоотношений между Арцахом и Республикой Азербайджан, а не о каких-то там процессах того, как они называют в кавычках, реинтеграция. Да, спасибо. Считаете ли вы, что Запад поменял риторику и свою политику в отношении Арцаха? Если раньше говорилось, что вопрос статуса пока не решен, не определен, то сейчас Госдеп приветствует формулировку Алиева об амнистии. Что это может значить? Как вы понимаете это? К сожалению, мы живем в мире, где так называемый real politics, когда очень многие вещи, которые кажутся незыблемыми, ставятся под сомнение, в том числе, что такое демократия, что такое автократия, что такое авторитарный режим, что такое права нации на самоопределение, кто является революционерами, борцами за свободу, а кто является там, боевиками, террористами. Это все настолько легко жонглируется великими державами, что, к сожалению, действительно, надо поражаешься их цинизму и их такому вот, скажем, наплевательскому отношению к судьбам людей. И я вообще не принимаю слов по поводу амнистии. Я не участник всех этих действий, но я считаю, что никакой амнистии речи быть не может. Народ защищал свою родину. Я хочу всем еще раз напомнить, что войну развязал Азербайджан, войну начало азербайджанское государство, армяне, арцахи защищались, создавали отряды, их пытались уничтожить, до 1992 года были очень тяжелые бои. Да, потом удалось переломить ход войны, но это была война, и про какую амнистию можно идти речь, если ни один гражданин Арцаха никогда не был гражданином Азербайджана, как можно амнистировать людей из другой страны. В общем, это, конечно, какой-то абсурд, то, что было сказано со стороны Госдепа. Там была угроза также, что если вы не пойдете, не сдадитесь или и так далее, вот эта вся риторика, то Азербайджан предпримет какие-то, ну, чуть ли не впрямую говорилось, что военную агрессию применит. Вы, как вы на это смотрите, как вы на это реагируете? Есть ли там внутри паника? Как вы считаете, готов ли Арцах стоять лицом к лицу с Алиевым? Ну, знаете, арцахцы очень крепкие, и это всем известно, что арцахцы всегда были очень упертые, крепкие и боеспособные во все времена. Чем больше им угрожают, тем меньше шансов на то, что удастся найти какое-то компромиссное решение. Не будет государственных руководителей, появятся лидеры, которые будут управлять через механизмы, которые всегда существовали, в том числе в общинах. В этом смысле никаких я не вижу плюсов от того, что делает господин Алиев, от того, что он все больше и больше угрозами и давлением пытается заставить народ Арцаха подчиниться, потому что это точно дорога в тупиковая и приводит к только еще большему
отторжению и усилению желания сопротивляться и бороться за свои права. Вот это заявление Госдепа, вернемся к этому заявлению, к этой формулировке амнистии. Ведь слово амнистия мы все прекрасно знаем, что означает. Означает амнистирует преступников. И считаете ли, что Запад умышленно, то есть он понимает, естественно, я не могу сказать, что Запад не понимает своих заявлений. То есть Запад дает карт-бланш Алиеву, говорит, да, вот они преступники, ты вот предлагаешь им амнистию, если нет, то ты имеешь право проводить вот эту контртеррористическую операцию, они это называют КТО. Вы считаете, что вот за этой формулировкой это стоит или все-таки нет? Я У Алиева думаю, есть карт-бланш? У него нет карт-бланша, я думаю, что Алиев это прекрасно понимает, тем более при присутствии российских миротворцев этого карт-бланша у него точно нету. Отдельные провокации, отдельные провокации он может пытаться делать, это он и делал за последние 2,5 года несколько раз, но чем дальше это все углубляется, тем больше вариантов получить обратную реакцию, поэтому я не вижу, что есть карт-бланш, я не верю в это, и я думаю, что это скорее идет такое политическое и информационное давление на всех, в том числе со стороны Запада, для того, чтобы максимально ускорить те процессы, которые мы очень хотим, чтобы произошли бы, чтобы, по их мнению, Арцах согласился бы быть частью Азербайджана, что невозможно. Спасибо. Алиев говорит, и в Москве он это еще раз подтвердил, что блокады нет, есть лишь контрольно-пропускной пункт. Вопрос такой, почему население Арцаха не пользуется этой дорогой? Даже сегодня, кстати, российские миротворцы сообщали о количестве, о тоннах, сколько тонн гуманитарной помощи было перевезено в Степанакерт. То есть, это, если дорога открыта, то почему миротворцы занимаются такой деятельностью? Ну, во-первых, дорога перекрыта в 2 местах, не только на условной границе между Арменией и Азербайджаном, но и рядом с 7-м постом, это около города Шуши, где вместо активистов находятся непонятные вооруженные люди. Поэтому в 2 местах дорога перекрыта, не в одном. Во-вторых, никто не проговорил, опять не прописано никакие нормальные правила о том, о чем идет речь. Кто, как имеет право приезжать, выезжать, и о чем, кто должен обеспечить безопасность. Эти вопросы не к азербайджанской стороне, которая там находится незаконно, а к российской, которая имеет право осуществлять форму контроля за передвижением людей по Лачинскому коридору, и там не должны присутствовать никакие другие силы, и даже если они вдруг по каким-то причинам присутствуют, они могут только наблюдать, но никак не могут иметь права вмешиваться в этот процесс. Поэтому пока не будет четкого, правильного, однозначного объяснения правил передвижения по коридору с стороны российских миротворцев, это очень опасно для обычных граждан. Многие из них участвовали в войне, многие из них родители или дети погибших. И, как мы знаем, у Азербайджана очень широкое толкование всех тех, кто участник войны. Они применяют, к сожалению, очень легко разные формы принуждения к тому, чтобы заставить людей признаться в разных преступлениях. Мы знаем, какое количество людей они арестовали незаконно после 9 ноября и держат до сих пор в плену. Да. И по этому поводу, к сожалению, до сих пор их судьба непонятна, и многие из них уже погибли или находятся в тяжелом состоянии. Поэтому, конечно, люди понимают, что в такой ситуации подвергаться себя и своих членов семьи такому риску никто не хочет. Спасибо. Вчера Пашинян, как мы все знаем, как мы уже говорили, находился в Молдове, и одна из программ CNN в одной из программ провел интервью с Пашиняном и направил несколько вопросов, 2 из которых, я так думаю, что можно было бы направить и вам. И я озвучу эти вопросы и прямо направлю эти вопросы вам. Автором этих вопросов являюсь не я, а CNN Prima News. Итак, вопрос. Очевидно, что главная проблема Армении сегодня – это ситуация с Нагорным Карабахом, говорит журналист. На данный момент в Нагорном Карабахе остается 120 тысяч армян. Они зависят от одного сухопутного коридора, контролируемого российскими войсками. Итак, какова на данный момент экономическая, гуманитарная, безопасностная ситуация населения Нагорного Карабаха? Вопрос вам. Ну, я говорил и буду говорить, что главная проблема – это
и Арцах, и Армения вместе, потому что это сиамские близнецы. Если что-то случится с Арцахом, то не будет Армении, если что-то случится с Арменией, будет Арцах, и эта формула, мне кажется, очень важна в понимании того, что происходит сейчас в Арцахе. Да, есть вот эта небольшая пуповина, которая связывает Арцах и Армению, которую всячески пытаются перерезать. Да, здесь очень серьезная экономическая, гуманитарная ситуация, очень серьезные проблемы, связанные и с электроэнергией, и с инфраструктурой, и с экономикой в целом, и с возможностью передвижения, образования, культуры. Но, с другой стороны, посмотрите, что происходит в Армении, где тоже есть захваченные территории и непонятный статус очень большого количества там, анклавов, там, других вопросов, связанных с приграничными конфликтами. Поэтому я бы все-таки перефразил вопрос журналиста CNN о том, что главная проблема – это то, что Армения и Арцах вместе однозначно не готовы жестко противостоять противнику. В этом главная проблема, что нету мобилизации элит, нету мобилизации народа всего в целом против того, что происходит и в Армении, и в Арцахе. И в этом смысле главный вызов – это то, что размазывается, вот такое хорошее слово армянское, лоозума, по тарелке, каше. Это вот эта вся вот проблема вот этого духа и воли, и желания сопротивляться тому, что происходит, очень мало ощущается. А все остальное – это уже последствия, вторичные реакции на то, что делается, к сожалению, и в Армении, и в Арцахе. Но это ведь опасно. Эта ситуация опасная. Это смертельно опасно, потому что когда ты не готов защищать сам себя, тебя никто не будет защищать. Если ты не готов четко и ясно сказать, что ты будешь стоять до последнего, что если ты не готов объединить вокруг себя те здоровые силы, которые всегда есть в любом обществе, если ты не готов взять на себя ответственность и сказать, да, я понимаю, что, может быть, у нас неравные силы, но мы будем биться до последнего, потому что иллюзия, что дипломатией можно получить унизительный мир, это, конечно, просто незнание истории. Черчилль гениально сказал об этом. Мы между выбором, между унижением и войной мы выбрали унижение, в результате получили и войну, и унижение. Поэтому в этом смысле я просто хочу напомнить эту фразу, в том числе действующему премьер-министру Армении и президенту Арцаха. А есть ли вообще варианты бескровного решения этой проблемы? Варианты есть всегда, надо всегда пробовать, пытаться, конечно, это все-таки мы не в вакууме находимся, есть огромное количество участников, которые могут повлиять на процессы, в том числе, в первую очередь, и Россия, и Иран, и, конечно, в данной ситуации и западные страны, и Турция, и даже Индия, Китай и многие другие могут быть достаточно активно вовлечены в процесс того, чтобы не допустить, чтобы здесь снова разгорелся бы военный конфликт. Поэтому, да, это вопрос осознания всеми участниками, что продавить Арцах и Армению не удастся. Осознание всеми, что маятник качается в обе стороны, поэтому не надо сейчас передавливать в одну сторону, может, получим маятник в обратную сторону. И осознание всеми, что единственный путь – это худой мир, лучше любой хорошей войны, поэтому обе стороны должны быть призваны к тому, чтобы выполнять обязательства, выполнять на себя взятые подписанные соглашения, в том числе, например, решения международных судов, решения международных организаций, которые не выполняются Азербайджаном совершенно цинично и спокойно. Другой вопрос CNN. Второй, я сказала, два вопроса, которых я бы хотела направить также вам. Армения, говорит журналист, находится в очень сложной политической ситуации. Ваш большой сосед Турция, Россия еще одна крупная региональная держава. Есть еще Иран, а Евросоюз, кажется, находится довольно далеко. Вопрос такой, как Евросоюз может реально помочь решить сложный вопрос Арцаха, Нагорного Карабаха? Знаете, для того, чтобы помочь, больной сначала должен поставить себе правильный диагноз, потом согласиться на очень тяжелое лечение, и потом принимать это лекарство. А так как у нас постоянно идет подмена того, что происходит, и более того, идет бравирование тем, что мы, вот, чем больше ошибается руководитель Армении, тем больше он добивается успеха. У него, знаете, есть знаменитая статья, которая, может быть, не всем была оценена вовремя. В августе 2020 года или сентябре он написал статью, что чем больше делает политических ошибок, тем сильнее он становится, тем больше он выигрывает по сравнению со своими противниками. И он приводил примеры до войны,
война – это продолжение его такого вот уверенного делания ошибок и потом сохранения власти. Поэтому он такой чемпион по тому, по той формуле, которую он пытается доказать, что чем больше он делает политических ошибок, тем больше у него сохраняется власть, тем дольше он сохраняет свою возможность управлять страной. Но в этом смысле очень сложно помогать людям, которые сами не определили, что они хотят, когда одновременно пытаются со всеми танцевать, но при этом ни с кем не договариваться четко и ясно. Поэтому сложно помогать тем, кто не готов сам сначала себе помочь в первую очередь. Спасибо. И последний вопрос, один из последних, я так думаю, что армянские медиа сообщали о том, что Сарсангское водохранилище в Нагорном Карабахе высохло. Были по телеграм-каналам, по медиа, были распространены фотографии. Это считалось так, такая формулировка: в результате экологической борьбы так называемого азербайджанских экоактивистов высохло Сарсангское водохранилище. И считается, что это одна из целей Азербайджана, в том числе из-за этого они вывели из строя ЛЭП из Армении в Арцах. Отсутствие воды для орошения, в отсутствие энергоснабжения, в результате отсутствия энергоснабжения, как следствие голод, который может наступить в результате этого, являются инструментами проведения этнической чистки, которую Азербайджан пытается провести в Арцах. Насколько справедливо такое видение проблемы или подача проблемы такая? Ситуация вокруг Сарсанского водохранилища очень серьезная, тяжелая. Действительно, оно было единственным источником электроэнергии, практически единственный, потому что есть маленький еще ГЭС, всю зиму, и без него не было бы вообще света в Арцахе. К сожалению, действительно, уровень воды опустился ниже всех разумных норм. И да, это часть планомерной стратегии, которую реализует Азербайджан, пытаясь всячески и через давление политическое, и через давление военное, и через давление информационное, и через давление вот такое экономическое, и энергетическое, и продовольственное, всячески заставить народ Арцаха смириться с тем, что вот этот неизбежный путь – это стать частью Азербайджана. Но я думаю, они глубоко ошибаются, потому что чем больше они это делают, тем больше здесь желание сопротивления и отрицания такого пути, как возможного для Арцаха. Поэтому, да, ситуация очень тяжелая, очень тяжело видеть вот эти вот обнаженное дно Сарсанского водохранилища, которое частично обнажилось. И, конечно, это большая боль для всех арцахов, потому что это важнейшее водохранилище было для всего Арцаха. Но мы надеемся, что мать природа всегда восстанавливает свои ресурсы и силы, если человек не слишком бесконечно уничтожает это все это. Поэтому будем надеяться, что нам удастся за несколько лет, десятилетия восстановить это водохранилище, если Азербайджан прекратит свои вот эти все действия. Спасибо. И вернемся все-таки к гарантиям безопасности, потому что мы обобщаем сегодняшнюю нашу беседу. Сегодня там стоят российские миротворцы. Говорят о создании, о том, что переговоры ведутся или обсуждаются вопрос создания механизмов, международных механизмов гарантий. А мы с вами говорим, что вообще гарантии безопасности населения Арцаха, в принципе, это можно рассматривать как фикцию. Многие армянские аналитики говорят, ни Западу, ни России, в принципе, народ Арцаха, защита народа Арцаха неинтересна. Им интересно, кто там будет стоять в Арцахе, кто там будет стоять на границе Армении с Арцахом. Почему сегодня Россия не может быть гарантом? Почему и может ли завтра международное сообщество быть гарантом? В каком случае все-таки население, народ Арцаха может себя считать в безопасности? Во-первых, надо очень четко еще раз проговорить роль и место миротворцев, потому что неважно, какие флаги, какие страны они представляют, миротворцу всегда очень ограниченный мандат. Поэтому, если мы говорим о настоящей безопасности, то здесь должна находиться настоящая серьезная военная база, которая действительно будет иметь не просто легкие вооружения и 2000 человек, а реально по границе, которая там 280 километров, будет расположены войска, которые в любой момент пресекут любую военную провокацию. Более того, у них должны быть достаточно серьезные вооружения, чтобы в случае атаки с воздуха противостоять этому. Поэтому, если мы говорим про настоящую безопасность, то, конечно, здесь должно быть присутствовать намного больше войск.
они должны быть намного более серьезно вооружены, и они должны иметь намного больше прав и полномочий. Поэтому все эти миротворческие дискуссии мы видели как в Африке, что происходило, когда там европейские страны были миротворцами, как это все легко разрушалось. Тем более, что мы говорим про не внутренний конфликт, а конфликт между большой страной и небольшой страной. И в этом смысле, конечно, пропорции очень сильно отличаются. Здесь наличие серьезного военного контингента является очень важным условием. Вопрос, кто к этому готов, насколько готово присутствие вот именно такого серьезного военного контингента, насколько это реалистично, это реалистично. И более того, конечно, очень важно, все равно любая безопасность обеспечивается в первую очередь самими людьми, которые живут на своей земле. Я еще раз хочу сказать, что даже несмотря на очень большую разницу в размерах, численности, всегда во всем мире мы знаем пример, когда ты, защищая свою родину, умудрялся сопротивляться огромному Голиафу. И да, Давид очень часто побеждал этого Голиафа. Поэтому я считаю, что в первую очередь эту безопасность должны обеспечить мы сами. И вы как человек, который сегодня живет в Арцахе, я думаю, что все в Арцахе думают, не обязательно, чтобы это были чиновники, политические деятели и так далее. Вы просто человек. Наверное, все думают, все задумываются, а какое может быть все-таки реалистичное решение этой проблемы? Вот решение, которое было бы действительно решило бы эту проблему, окончательное решение было бы. Я не думаю, что есть и возможность окончательного решения. К сожалению, есть конфликты и ситуации, которые длятся десятилетиями. И это реальность историческая. Если не столетиями, да? Не столетиями, да. Но есть примеры там и борьбы Ирландии с Англией, там есть борьба в Израиле, Палестина, есть Тайвань и Китай, там есть Гонконг, Китай, разные были механизмы, разные сценарии, были знаменитые истории, конечно, Вьетнам, Соединенные Штаты, Афганистан, Соединенные Штаты или Советский Союз. Поэтому в разных регионах это происходило по-разному, иногда это длилось десятилетиями, огромное количество жертв. Заканчивалось тогда, когда Голиаф понимал, что ему уже не хватает сил на того, чтобы получить победу, или это первая будет победа, или это победа бессмысленная, и лучше все-таки найти механизм, как взаимно получать выгоду от того, чтобы быть соседями друг с другом, а не просто пытаться работать на полное уничтожение. Это возможно? Всегда. Спасибо. Спасибо большое. Вам сил, терпения и действительно огромное спасибо, что сегодня связались с нами и уделили нам это время. Спасибо. Дорогие друзья. Спасибо, дорогие друзья. Я напомню, что вы слушали Рубена Варданяна, общественно-политического деятеля, бывшего госминистра Республики Арцах. Беседу вела Гаяна Аракелян. Всех благ.